Молот чистого неба – второй дух Танутун, дочери Тансана. Это крайне могущественный дух атакующего типа. Еще со времен первой части все узнали его тираническую мощь. Хотя Танутун не часто использовала в битве молот чистого неба, но все же это происходило. В особенно критические моменты молот небес просто незаменим. Когда же Танутун впервые показала свой второй дух, молот небес? И какая реакция была у всех присутствующих? Давайте это узнаем. Мы с нетерпением ждем, когда Танутун продемонстрирует легендарный молот небес и таким образом поразит всех, а случится это во время турнира элитных молодых мастеров континента. Молот чистого неба – чрезвычайно мощное оружие, которое может высвободить огромное количество энергии для атаки врагов. Танутун показала свое мастерство обращения с оружием и отличные боевые навыки при использовании молота. Итак, в турнире секта Тан выступала против секты чистого нефрита. Танутун сражалась с Юченем 1 на 1. У Танутун было достаточно боевого опыта. Атаки противника Юченя не застигли ее врасплох, но в ее крыльях появилось две маленькие дырочки. Танутун была немного удивлена. Ее крылья были крепкими, и в дополнение к ее быстрым реакциям позволили ей оттолкнуть шипы противника в самый последний момент. Она и раньше могла терпеть удары в битве, но это был первый раз, когда был поврежден ее боевой дух. Повреждение духа мастера, несомненно, повлияло бы на ее собственное тело. В этот момент духовная сила в теле Танутун стала немного беспорядочной и неорганизованной. Танутун в это время уже была духовным императором, то есть имела 6 колец. Она причислялась к элите нового поколения Академии Шрека. Четвертое духовное кольцо Танутун засверкало. Сейчас она сражалась без Хоюхао, но была такой же сильной, как и всегда. Ее противник Ючень топнул по земле своей ногой, и когда его пятое духовное кольцо зажглось, появилось 9 остаточных изображений. Его скорость резко возросла, и он несся к Танутун словно удар молнии. Призрачное копье – это его боевой дух. Пятый духовный навык Юченя являлся его сильнейшей атакой. И даже мастера с 7 кольцами не смогли бы столкнуться с этой атакой в лоб, когда он совместно с ней использовал пару духовных инструментов 6 класса. В этот момент изверглись мощные колебания духовной силы. Танутун столкнулась с такой огромной опасностью, что даже ее жизнь оказалась под угрозой. Но она улыбалась. Да, она улыбалась, и это была очень спокойная улыбка. В следующее мгновение все смогли услышать мощный взрыв. Тяжелая пушка на плече Танутун изверглась, и в воздухе взорвался интенсивный серебряный свет. Это была ударная бомба. Но взрывная скорость призрачного копья была слишком высокой. Он дальше пытался настичь Танутун. Она слабо улыбнулась, сложив крылья за спиной. Черный свет вспыхнул в ее правой руке, и появился молот. Этот молот был полностью черным, но он совсем не притягивал взгляд. Тем не менее, вся атмосфера, казалось, стала намного более торжественной и тяжелой, когда появился этот молот. Темный ореол возник из-под ног Танутун, и в следующий момент она выставила огромный молот перед собой. Тело Танутун снова ускорилось, когда она отлетела назад, с появлением яркого кольца от столкновения. Она быстро вернулась в нормальное состояние, в то время как сильнейший удар копья уже завершился. Что это за способность? Парные боевые духи? Все были ошеломлены и не могли придумать другого объяснения. После этого тело Танутун развернулось на полпути, когда она коснулась земли и внезапно сделала бросок. Черный молот вылетел из ее руки и, вращаясь в воздухе, направился прямо к противнику. Неуязвимый барьер Юченя исчез, и он использовал свой пятый духовный навык. Он понял, что не сможет победить в этом поединке. Единственное, что он хотел сделать прямо сейчас, это продержаться как можно дольше. Этот черный молот уже оказался перед ним. Танутун усмехнулась. Бум! Послышался громкий взрыв, и можно было увидеть, как тело Юченя полетело по воздуху. Черный молот Танутун вернулся в ее руки. Молот чистого неба. Инструментальный дух номер 1 в мире. Он являлся инструментальным духом типа атаки и входил в число 6 самых могущественных боевых духов в мире более 10 тысяч лет. Молот чистого неба был вторым боевым духом Танутун, и в нем заключалась ее истинная сила. Ючень был не единственным, кто поразился, увидев молот чистого неба и черное духовное кольцо, которое появилось вместе с ним. Сам Хоюхао был удивлен. Даже он не знал, что Танутун добавила 10-тысячелетнее духовное кольцо к своему второму боевому духу. Ей удалось победить своего противника, используя молот чистого неба. Это была чистая сила, а бой был уже успешно завершен. Громко объявили, что клан Тан одержал победу в бою. Ведущий спросил, неужели она из клана чистого неба, а он сам был из империи Солнца и Луны. Даже на другом континенте люди слышали о легендарном клане чистого неба. Какой же это будет крутой момент, но и увидим мы это еще не скоро. Напишите в комментариях, если вы также с нетерпением ждете появления молота чистого неба. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.